Всем привет! Скажи, доченька, привет! Привет, скажи! Мы едем в Фикс Прайс, сейчас еще заедем в магазины некоторые. Сладенькая, сладенькая. Здесь вкусно ничего. Зато там, наверное, много новинок. Доченька, Песочек льется, красотка. все льется. Фикс-прайс. Фикс-прайс, красиво, да? Ну это уже было. А, можно мне пистолет? Который там? покажи. А? Покажи. Подожди, что забрать. Ну, Едет. Это пистолет с патронами. 10 ты в патронов. глаза не стреляй. Что, ничего новенького? Время расти. Набор для выращивания огород круглый год. Кстати, смотрела в обзорах Смотри, да? Фикс Прайс, Это вот этот такие. Горшок, там перец. Я же тебе говорю. Сорт ласточка. Хе? Это так, знаешь, баловство, Да это конечно. так. Это как вот это. Не, зелень какую-то можно, в принципе. Кабули. А такое. Какая, кстати, сейчас. Цены все растут и растут. Вроде сначала было все по 25, а сейчас уже все есть и по 250, и по 299, по-моему, тоже есть. Скоро будет до 500 дойдет, до 1000. Чего? Да я говорю, цены растут. Помнишь, было все по 25 сначала, а потом. Развивающая, она любит кубиками набираться. Что это? Совок тут. Вот это. В смысле, что это? Ночник. Туда лампочку? Нет, там уже есть. Это бентесы подиодные. А как выглядит? Не очень, не знаю. Не, это надо, значит, в темноте смотреть. Музыка играет. Лерка зажигает. Авторские ничего. Танцы. Нет. Чей завезли? Это топик. Это спортивный, чтобы заниматься спортом. Она радостная. Игрушки. Да, дочь? На первые полчаса она. Банкует. Сейчас заедем пятерочку. У нас город, да, Зай? Да, вообще. А что Тёма взял? Яйцо? Что это? Куда яйцо? Вот это что? Вот это. Да не знаю, там динозавр какой-то будет. Надо яйцо с игрушкой вырастить фото и нужно Новая пятерочка недавно открыли. Пойдем. Пойдемте. Пойдемте тратить деньги. Мы уже в пятерочке. Вроде везде красные ценники, но выходит, что в других магазинах также стоит. Как это понимать, Федь?
сладкий, да? Васаби. Острый. А Васаби. вот это что за 36? Тоже кокосовая глазурь. Вот 100 грамм. Васаби, очень интересно. Давай попробуем вот это. Возьму. Это что? Так, ну что, друзья, но мы продолжаем наш ремонт. В общем, пойдемте посмотрим, чем будем заниматься. Все покажу, все расскажу. Погнали. Ну что, проказница? А? Что? Что? А? А? Что говорит? Понять и простить, а? А что ты такая тихая? А? Тут мячик, он совсем не этот. С тем мячиком ты совсем не тихая была, а? Ты что делаешь, а? Скоро бассейн новый придет, смотри мне. А? Пимка. Так, ну что у нас? У нас стяжечка наша уже все хорошо. Все подсохло. Можно ходить свободно. Все отлично. Мы ее поливаем. Вот, все застыло, трещин нигде я не наблюдаю, и не микротрещин, значит все отлично, все хорошо, все получилось. Вот. Так, кто-то писал, я в тот раз забыл вам пояснить, что за раствор, что за цемент, как делал. Так, делал все стандартно, 1 к 3, то бишь один у нас цемент. Цемент использовался марки М500. У вас я не знаю какой. Я в этот раз заливал новороссийским цементом. У меня мешки по 30 килограмм. И стоит он у нас 230 рублей, если я не ошибаюсь. Вот, соответственно, брал еще дополнительно 2 песка и 1 отсев я делал. И все это заливал. Опять же, по раствору вы смотрите сами, потому что у меня песок намокший. Соотношение воды вы уже сами добавляете. Но опять же, чтобы он был не сильно жидким, вот, и не сильно сухим. Поэтому это будет и так будет плохо. Нужно такое среднее соотношение. Вот. Наверное, один день я уделю этой комнате и попробую сделать это финишной шпаклевкой. Посмотрим, что получится. В принципе, комната уже будет завершенная. Здесь делать практически ничего не нужно будет. Ну ладно, посмотрим. Да, и по теплым полам было много вопросов. Проводить их под мебелью или нет. Зачем ты провел, экономии и тому подобное. Это все мы разберем уже потом, в конце. Так, заниматься будем здесь в санузле. Да, наконец-то мы до него дойдем. Дойдем до этих страшных стен и будем их обдирать, убирать всю эту проводку. Сегодня это прям будем вплотную заниматься. Нужно все полностью зачистить. Обязательно. Так что будет пыльно, жарко и интересно. Мы погнали.
Сюда. И подлиза. А? Подлиза. Шкодничаешь, а? А? Шкодничаешь? А? А? О, Пимка. 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 Так, я закончил, чуток умылся, переоделся, потому что вся та одежда, это вообще просто буря в пустыне. В общем, сейчас пойдемте посмотрим, что мы делали. Это прям было, ну, нереально. Так, здесь я занавесил, мочил. Фуф. Снизу вообще тут каша с извести, вообще просто нереальная какая-то. Вот, что у нас? У нас вот как-то так. Все прекрасно, я все зачистил. С керхера я еще помыл. Вот, и вообще прям здорово и замечательно. Везде. Так, вентиляцию вот эту одну я оставлю, она будет принудительная на вентиляторе, та уже забита, я ее не буду ничего трогать, просто заложу. Вот, ну в принципе окно будет большое, достаточно будет с головой. Вот, стеночки нормально, все зачищено, ну конечно это прям было круто, я вам скажу, поработали, потому что здесь цементно-песчаный раствор, здесь не глина, как с песком в других комнатах, и она легко прям счищалась, да, а здесь вот и звездку, я не знаю, вот. Вообще, ну ничего, как говорится, мы справились, и это хорошо, это отлично. Кусок я не трогал, и потом уже забыл, ну, нужно было лишнее не чистить, у меня же дверь здесь, проем я вырежу и это уберу. Вот. Ну а так нормально, как говорится, от души поработали. В общем, нужно будет сейчас мне сделать разметки, там кое-где я уже наметил, чтобы мне поймать угол 90 градусов везде выдержать, да, вот, и чтобы у нас симметрия была и во всех формах, то бишь вот эта стена, вот, само продолжение, допустим, а вот эта ширина, допустим, там, 2 с чем-то, 2,50. Также и здесь, чтобы выходило 2,50, нигде не заваливались углы. В общем, будем сейчас думать, как все проще сделать. Я думаю, все получится, все будет прекрасно. Сейчас полы чуток подсохнут, это нужно будет уже все убрать, потому что тут прям жижа какая-то стоит нереальная. В общем, давайте, погнали.
Так, друзья, был на почте, забрал очередную посылочку от магазина New Chic. Уже с ним знакомы. Заказал я для своей дорогой супруги маленький подарок. Посмотрим. Вот такую сумочку моей дорогой модницы, моей прелестницы, красавицы. Будет ходить и радоваться. А если она будет радоваться, то и мне будет хорошо. В общем, такая интересная сумочка. Смотрите, с такой оборочкой. Тут идет такой ремешок. Ну, внутри, как всегда, можно положить, вы сами знаете, женщины, что вы хотите туда положить. Либо пистолет, либо газовый баллончик. Вот, ну, либо путевку на Мальдивы или еще куда-нибудь. Не знаю, что ваши дорогие мужья вам приготовят. В общем, радуйтесь, радуйте глаз, радуйте нас, и все будет хорошо. Ссылочка на магазин будет внизу под видео в описании. Если кому понравилось, переходите, смотрите, приобретайте. Мы погнали дальше. Второй я специально не заказывала, потому что мы не знали. Посмотрите, как печенье. Ничего страшного. Так, это... Верхняя часть. Да, сверху, да? Так, все, да. Вот она. Так, в общем, смысл какой? Что мы хотим? Хотим два полотенцесушителя. Один большой, но большой, понятно, на ту стену пойдет, да, он там мешать не будет. А другой здесь. Здесь как он будет, нормально или нет, да? Потому что дверь вот она, раз. И, к примеру, ну, умывальник это под мелкие полотенца, да? Вот. Не будет ли он здесь мешать или как-то выглядеть по-дурацки, да? Потому что здесь окно, но по сути нет, по-моему, да? Да я не из-за окна говорю, а из-за двери. Что заходишь и сразу. Может, чуть-чуть сюда, к окну. Да, дверь вот она, от двери еще. А почему ты не хочешь к окну ближе? Чтобы окно тоже не загораживать. Так спокойно будет. Не, ну вот так нормально, а то ты прям к двери подвинул. Ну. Нормально же будет? Вот на окно поверни. Вот если он здесь станет, окно вот оно будет, оно будет вот в ноль, да, это заштукатурится. И вот если здесь будет еще вот этот маленький полотенцесушитель, вот так. Ты объясни, что снизу будет столешница. Снизу будет столешница, здесь будет умывальник, вот. Как вот он не будет? Мешать. Да, вот здесь будет столешница, вот здесь будет умывальник, здесь будет зеркало, пенал, вот он большой пошел. И получается, здесь будет большой полотенцесушитель, все, пошла ванна угловая, все, ну там инсталляция, все дела, да. Просто, ну, удобно, наверное, два, да, когда.
нас, в общем, мне позвонили, сообщили, что мой кабель пришел, нужно будет сейчас поехать его забрать. Я заказывал 200 метров, кабель 3 на 1,5, потому что нужно мне будет его еще и в санузел, потому что мне немного есть, но там не хватит. Еще и гардеробная, еще свет в спальню. Ну, основное я все вывел, нужно будет на свет чисто. Ну, там немного, конечно, вот. И в гостиную там чуть только не хватило. Вот, и остатки пойдут гардеробная, там коридор, я не знаю, где-то у меня еще нету, в общем, как раз думаю, мне хватит всего. Вот, и приеду, посмотрим, чем там буду заниматься. Скорее всего, маяки начну дальше выставлять, потому что там раствор остался, я его на стену пока выкинул. Сейчас пойдемте посмотрим, я вам сейчас покажу. Я в шоке, если честно, от того, там, что получилось. В общем, сейчас сами все увидите. Погнали. Так, в общем, мы в санузле, выставлял я маячки. Вот, раствор, часть осталась, я его сейчас на стену кинул. Вот, потому что нужно мне ехать. Сейчас, если я уеду, потом где-то задержусь, он, не дай бог, схватится и просто так пропадет, а так на стене уже будет. Вот, мы померили. Вымерил я, везде разметил, сделал метки. Я сделал угол 90 градусов. Вот, везде у меня вышел. И каждую стену я буду равнять. У меня где самая высокая точка выпирания, оттуда я, соответственно, и иду. Вот, здесь получилось 0 у меня вышел на этой стене, вот он сверху, да. Вот, и вниз, в принципе, здесь нормально, да. Потом пошло самое страшное. Стену начало заваливать. И вы просто посмотрите на эту толщину. Сейчас, наверное, так не поймете, да, я вам сейчас покажу. Вот она. Я вам сейчас покажу эту толщину. Толщина достигает 7-8 сантиметров. Это очень много, но ничего не поделаешь, потому что если это не та стена, где можно было бы сказать, ладно, там не нужен угол 90 градусов, можно было просто выровнять стены, как бы, и где-то что-то завалить, да. Но здесь нельзя заваливать углы, потому что, я же говорю, на плитке это будет отражаться. Вот, ну я в принципе здесь ничего такого страшного не вижу. Ну, в 2 закида сделаю, 1 раз закидаю, в принципе, вот как здесь, да. Вот, сантиметра 2-3, в следующий раз подстынет, она подсохнет 2-3 сантиметра и уже заштукатурю. Ну, ничего страшного в этом не вижу. Вот, как бы, ну не везде, конечно, так. Та стена тоже, ну, толщина будет вот здесь, тоже будет, вот здесь вообще будет мало, здесь мало, она более-менее, потому что это лицевая сторона, скорее всего, более-менее ложили, да, вот, а все остальные там телетели, тролливали, вот так я вам так скажу, вот. Потому что этот угол, как вы помните, с той стороны в спальне, здесь вот этот угол ушел, а там тот угол ушел, вот, в общем, ну не знаю, будем играться, делать, а что делать? Ничего страшного я в этом не вижу. Вот. Правда, сложновато работать, маяки вообще выставлять. Добавлял я плиточного клея, чтобы какую-то эластичность она была. Вот. А так вообще он просто там сыпется, маяк он не держит, поэтому ну, тяжеловато. Но ничего страшного, я думаю, все мы сделаем, все справимся. Так, обсуждали мы по счету полотенцесушителя второго маленького. Не знаю, как он лучше будет. Но вкратце расскажу. Здесь эта инсталляция стоит. Немного погодя, потом угловая ванна. Все-таки мы ванну решили поставить. Вот так угловая ванна. 140 на 90. Вот. Здесь будет большой полотенцесушитель висеть. Потом будет пенальчик вот такой стоять. Пойдет вот так столешница до конца. Вот здесь будет умывальник, большое зеркало. И вот полотенцесушитель маленький для полотенчиков хотели вот здесь повесить. Я не знаю, не будет ли он как-то перебивать окно. Как он. Ну, хотя мы примеряли, вроде нормально он смотрится. Но еще подумаем, как ставить его или нет. В общем, прикинем. Вот. А так все хорошо. Все хорошо, кроме кривых рук, которые ложили эти стены.
Не, ну я понимаю, ну перепад, ну ладно, ну пусть вот будет, да, здесь сколько, 3 сантиметра. Но не 8 же сантиметров, ну не 7 же, ну что это такое, посмотрите. Тут голова, наверное, сейчас пройдет, кулак мой сейчас практически проходит. Вот, но делать ничего не приходится, будем делать. Приеду и буду делать. Так, пойдемте стяжку в спальне посмотрим. По теплым полам многие начали писать, зачем под мебелью делать теплые полы, тому прочее, и в общем там 5-10. В общем, кстати, интересный вопрос, и по нему есть у меня свое мнение. Это сугубо личное мое мнение, и я считаю так для себя, вот, никого так не принуждаю. Сейчас я вам отвечу. В отношении теплых полов, да, первое писали, будет жарко, душно и тому прочее подобное, ничего страшного не будет, ни жарко, ни душно, не переживайте. Полы регулируются, жарко сделали тише. Если вообще жарко, можно вообще их выключить или еле-еле сделать, потому что это теплый пол. И, во-первых, теплый пол не должен быть жарким, он не должен быть, он должен быть комфортным, это теплый пол. У него не должно подача идти, там, я не знаю, 50, 60, 70 градусов, никто на теплые полы столько не подает, потому что это вообще некомфортно, некомфортно. Рабочая температура, я не знаю, максимум там, наверное, ну, у них там 35 градусов у теплых полов, чтобы вам было комфортно ногам. Для этого и есть теплые полы, а не для того, чтобы на него подавать там просто 50-60 градусов и просто обжигал, он ходил там, просто вот эта жара поднималась там, и вам было просто, ну, некомфортно, да, согласитесь. Второй интересный вопрос по не делать теплые полы под мебель. Опять же пишут, у нас мебель рассохлась, разошлась, высохла. Ребята, объясняю, вот там будет ламинат, да, у нас вот в Сочи был ламинат, да, и подавалась температура на теплые полы, не было горячо, он был тепленький, было комфортненько, здорово, просто классно было, классно было. И от этой температуры, ну, никак ваша мебель не рассохнется. Я не знаю, о чем вы говорите. Я же, опять же говорю, туда должна быть подача, быть просто сумасшедшей, чтобы ваша мебель вся рассохлась, вся расползла. Я не знаю, это какая температура должна быть, сами подумайте, да? Если вы так говорите, что от теплых полов, тогда солнце, которое попадает через окна на вашу мебель, извините, мебель бы вообще уже ваша расплавилась, потому что летом оно достигает на солнце, сами понимаете, тут недавно у нас было 50 градусов, да? Тогда за сезон что будет с вашей мебелью вообще, да, что вы представляете, да, если мебель находится на солнце. Поэтому, ну, это какой-то вопрос, ребят, не знаю, там, у кого что рассохлось, и объясняю. Теплый пол, он должен быть комфортным, он не должен быть горячим. Не должен быть. Если у вас не так, значит, вы неправильно сделали теплый пол, или вам неправильно сделали. Вот. Если вам нравятся такие полы, пожалуйста. Так, ладно, это понятно. И вопрос под мебелью. Не делайте, типа, это лишние затраты денег. Ребят, ну я считаю, вы не правы. Опять же, со своей точки зрения, возможно, вы правы. Но я не знаю, сколько вы сэкономите. Что вы не сделаете под шкафом теплые полы. Ну сколько вы сэкономите? Ну сколько? Сколько у вас там шкаф квадратов? 3, 4, 5, 6 квадратных метров? И вы там прям супер столько денег сэкономите, что, не знаю, вообще вы свой только бюджет сэкономите, да? Ребят, понимаете, пройдет время, не понравится вам этот шкаф, что там стоит. А вы захотите его в другое место убрать. Или захотите в третье место поставить, да? А потом там будет теплый, потом будет холодный пол, а он будет чувствоваться вот этот разрыв, да? Вот у нас тоже была в Сочи квартира, и мы диван постоянно меняли. Мы ставили диван так, мы ставили диван так, мы ставили вот так. Постоянно меняли, но теплые полы у нас были везде практически. Я вам скажу, никакая мебель, ничего у нас не рассохлось. Ничего у нас там не произошло. Потом говорят, зачем на юге вам теплые полы? Ребят, вы о чем говорите вообще? А при чем тут юг, не юг? А что, зим не бывает, холодной осени не бывает, что ли? Допустим, этой зимой у нас было под минус 30. И что? Во-первых, это комфортно. Во-первых, это экономичнее намного отопления радиаторного. Хотя у меня и радиаторное отопление будет хватать теплого пола, соответственно, радиаторная система вообще может быть перекрыта. Да? На всякий случай какая-то там будет. Если будет очень холодно, то дополнительно я включу эти радиаторные батареи. Вот. Практически у меня в каждой комнате будет радиатор, получается, кроме нашей спальни. Да, а так практически будут везде. Ну и кроме
гардеробной, скорее всего, и коридора, потому что ну, там они не нужны, это ну, не эстетично будет этот радиатор стоять. Не нужен он, не нужен. Поэтому, ребят, ну, говорите каких-то 3-4 квадратных метров о том, что вы там затратили трубу и прям супер сэкономили, честно, я в этом вообще не вижу никакой супер экономии. А вот потом, когда вы захотите опять что-то переставить, поменять, извините, а вот этот кусок будет холодным, для кого он будет, я не понимаю. Другое дело кухня, да? И то вот многие писали, я с этим даже соглашусь, вот ванны говорят, зачем под ванны? В ванной вообще везде нужно теплый пол. Стоит мебель, не стоит, наоборот, это большой плюс. Ванна, она с очень большой влажностью, где-то кран, капли, брызги, туда-сюда, за ванну вдруг затекло или что-то разлилось, теплый пол это быстро высушит, это очень прекрасно. Та же кухня стоит, я не говорю под всей кухней проводить, но допустим, вот где-то вот сантиметров 40, да, 30 можно за кухню завести, потому что опять же полы моете, что-то пролилось, водичка раз там потекла, если у вас там не плитка, ламинат, вот, если у вас там, допустим, тоже теплый пол, или, ну, это все быстро высохнет, намного быстрее, да, ежели его там не будет, да, правильно. Вот, поэтому это сугубо мое личное мнение, я считаю, что теплый пол нужно делать везде, под всей мебелью, под всей мебелью. Опять же, за исключением, если вы ставите, ну, не знаю, какую-то стенку, хотя сейчас уже стенки эти никто не ставит, это вот раньше ставили стенку, да, там, серван, там, то-то, то-то, и она там 100 лет стояла. Сейчас, не знаю, люди сейчас более классику выбирают, что-то свободное, наоборот, дом они пытаются не забивать, не захламлять, а сделать более просторно, свободно его, да, чтобы вот ничего лишнего не было. Поэтому я еще раз говорю, сегодня диван у нас здесь так стоит, завтра у нас, возможно, вот так станет. А вот так захотелось. Поэтому я, это лично мое мнение, советую всем делать везде теплый пол. Везде теплый пол. Не горячий, теплый, теплый, комфортный пол. Вот, тогда и будет вам счастье. Так, давайте еще один вопрос разберем. Он очень часто встречается, ну прям очень часто. И, кстати, как-то к нему так не этот, но сейчас хочу на него ответить. Многие пишут, откуда ты все знаешь, откуда ты все можешь, ты универсал, ты какой-то уникум. Ребят, я обычный парень, который работает, делает что-то, старается для своей семьи. Я уверен, таких очень много. Вот, и в этом ничего такого нету. Я не говорю, что я прям все делаю идеально. У меня бывают какие-то свои ошибки, но это очень хорошо. На ошибках учишься на ошибках. В этом ничего сложного по сути нет. Я уже 100 раз объяснял, да, глаза боятся, а руки делают. Вот, и то, и другое. И руки тоже боятся, они первое время начинают трястись, а потом, говорится, главное начать, потому что я же объясняю, был мой первый такой серьезный ремонт, это квартира, и я думал, я хотел уже нанимать людей, чтобы они сделали ремонт, и потом, знаете, я вот так думал, анализировал, смотрел тот же YouTube, как делают ремонт, и я потом думал, ну я же тоже человек, я же родился, я же не совсем прям у меня уже там тут-туда. Это же тоже люди, они же там, не знаю, не всю жизнь этому учились, вот, а в основном стройки сейчас практически очень мало кто оканчивает институты, там в основном архитекторы, там инженеры какие-то там в основном самоучки этому учатся и там свои шабашки строят, да. Профессионально уже обучаются, все равно мало этому мало, хотя это очень востребовано, найти хорошего мастера, это сейчас вообще на рынке дефицит, у нас очередя выстраиваются за этими мастерами, потому что они на расхват. Вот, поэтому я же говорю, если у вас было бы желание, все можно сделать, ничего страшного нету в этой штукатурке. А как поштукатурить ее, да, поначалу как-то нужно приноровиться, все это делать правильно. Ту же стяжечку пола сделать, залит, в этом тоже ничего страшного. Та же электрика, на первый взгляд, да, она кажется, ой, да как, что... По сути что, ну кабель проложить, да его каждый сможет. Но вот соединение, да, правильно, как нужно вывести ноль, фазу и тому подобное, конечно же, здесь нужно смотреть и внимательно, потому что это электричество. И первым делом, когда, конечно, потолки будут уже натягиваться, нужно будет все обязательно проверить. Весь свет, как он включается, как он работает, правильно ли все подсоединено. Это, конечно, очень-очень важно.
Во всем остальном, ребят, ну я не знаю, ну что здесь такого, как бы, что делать, ну, я, не знаю. Все запросто, я же говорю, сейчас все можно найти, есть вся информация, также в ютубе есть ролики, но опять же еще раз объясняю, есть фанатеют, просто вот дуру бесится, как говорится, да, просто человеку, возможно, это и не нужно, и близко, знаете, если у вас будет желание, поверьте, лучше вы сами ошибетесь, лучше вы что-то неправильно сделаете, но вы это переделаете потом. Я же объясню, для себя у вас не так будет обидно, когда вы отдадите свои кровные деньги, и немалые, заметьте, за ремонт сейчас цены поднялись просто вау. Ребят, желание, еще раз желание, вот желание для себя сделать хорошо, я вас уверяю, у вас все получится, все у вас получится. Ничего сложного нету. Ничего сложного. Ни там травинку вырастить, ни капустинку, ничего сложного в этом нет. Было бы желание, мы все с вами сделаем, да. Ну а если я, как всегда, кого-нибудь замотивирую на что-то хорошее, вы тоже пойдете сделаете, и у вас получится, очень за вас буду рад, то, что у вас что-то получилось. Это же классно, здорово, да? Вот. Еще раз говорю. Да, тебе, да, вот сюда смотри, да, вот, я, да, вот, у тебя все получится, ремонт получится, все преодолеешь, все сделаешь, все твои дела пойдут в гору. Да, я не говорю не только о ремонте, но о многом и другом, потому что можно всему учиться, всему обучаться, все в наших руках, было бы желание, мои хорошие, и все у нас получится. Так, сегодня было как-то так. Честно, я сам даже не понял, как день пролетел и прошел. Вроде хотел сделать что-то такое, но чуток, не знаю, возможно, мало я сделал, потому что стенки подчистил, хотя, если честно, тоже такая работа непонятная, да, вроде она и есть, что, а вроде ее нету, да, побелка, это вроде как даже и не ремонт, что ты там ее стер, но в любом случае это время уходит на подготовку, подготовительные работы, они самые важные, на этом нужно особое внимание учесть, потому что вот эти самые начальные подготовительные потом же уже они и вылезут, если, соответственно, где-то что-то плохо сделали, вот, не надо, вот знаете, если что-то, ой, да ладно, там чуть-чуть это, нет. Если есть вариант, пойдите, доделайте, сделайте, там, подложите, чуть-чуть только лучше выровнять, если есть такая возможность. Вот. Ибо дабы потом глаз весь день не резал, да и вообще долгое время не дергался и не говорил, ё-моё, что же я потом это все не сделал. Так, что, как-то так. Так, время уже все, пора бежать, мне нужно ехать за кабелем, там уже дальше увидимся, посмотрим, что я там придумаю, что буду делать. Ну, конечно, нужно штукатурить такой слой, ну а что, как-то так. Как говорится, красота требует усилий. Как говорится, будем трудиться, увидим обязательно результат, и мы потом кайфанем вместе с вами, да, от всей души. И я вам, конечно, желаю, чтобы вы тоже стремились к чему-то хорошему, делали, у вас это получалось, да, поверьте, результат вас будет прям радовать вообще. Так, все, буду заканчивать, мои дорогие друзья. Спасибо вам, как всегда, за просмотры, за поддержку. Я вас тоже всегда буду мотивировать, поддерживать добрыми, хорошими, душевными словами. Пусть все у вас будет от всей души хорошо, здоровья вам, счастья, любви, удачи. Скоро мы обязательно увидимся, надолго не прощаясь. Всем счастливо, всем пока.